Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, новости, которые выходят и какие движения предполагаются, ожидаются сегодня по ключевым котировкам, активам, золоту, нефти, серебру, рубль, доллар, евро, S&P. Так, давайте начнем с того, что у нас в календарике макроэкономики и событий. Немножко отлистаем назад. Так, у нас вчера вышли протоколы ФРС, которые, соответственно, по итогам заседания 28-29 июля сейчас опубликовали. Но на самом деле здесь политика-то ФРС в плане того, что они процентную ставку удерживают и сохраняют, в текущем диапазоне, там разные процентные ставки, делают упор в случае необходимости резкой потребности в ликвидности, предоставления ее через операции репо. Там, конечно, несколько было расхождений между благостным настроением Пауэлла и отдельных директоров ФРС. Это вполне естественно, потому что уже предыдущие голосования, которые были этим летом, они показали, что в общем-то, большая часть директоров ФРС, она настроена несколько по-ястребиному. То есть они в случае чего готовы сокращать выкуп активов при любом сигнале, более или менее позитивном, который им это позволит сделать, или же начинать переходить к циклу увеличения процентных ставок. Конечно, они это делают не от вредности великой и не от того, что они хотят что-то показать. Они прекрасно понимают, что текущая ситуация, когда избыток ликвидности, она чревата тем, что инфляция, об этом не принято особо говорить, то есть принято, чтобы была сформирована точка зрения, что все, инфляция под контролем, она постепенно проседает, осенью, скорее всего, она вообще исчезнет и так далее и тому подобное. Но они-то сами прекрасно понимают, что инфляция такая вещь, она может в любой момент выйти из-под контроля. Во всяком случае, если исторически рассматривать ретроспективы, которые были, какие события ранее возникали, и поэтому, соответственно, они на самом деле очень осторожно относятся к текущей ситуации в части ликвидности, и у них вполне осознанное есть видение, что надо ее, как только облегчение наступит, сразу убрать то, что обезболивает больному. Но здесь надо четко понимать и другую сторону вопроса, которая заключается в том, что кризисы происходят не потому, что ликвидность не предоставили в определенный момент, как в марте 2020 года. Нет, это просто технический фактор, который вызвал. На самом деле кризисы происходят из-за того, что заканчивается определенная парадигма развития мира и возникает кризис перепроизводства. Не будете вы каждый месяц покупать себе по iPhone, правильно? Соответственно, у компании Apple, ей для того, чтобы ее маховик крутился, надо желательно каждый день, чтобы эти айфоны покупали и производить их как можно больше. Соответственно, то есть здесь рано или поздно в любой экономической парадигме, социальной парадигме, общественной парадигме, политической парадигме возникает такой момент, когда уже накапливается напряжение в системе, и оно, соответственно, внезапно сбрасывается в виде обвалов, падений, кризисов и так далее. Раньше были мировые войны, сейчас мировых войн, я надеюсь, не будет, потому что с атомным оружием это очень быстро может закончиться. И такое положение вещей в современном мире, оно указывает на то, что кризисы будут неизбежны. Здесь действие не в том, что спекулянты балуются с плечом, или не в том, что, предположим, в Америке был бум ипотечных бумаг в 2006-2007 году, который в 2008 году лопнул. Недальновидные люди или, скажем так, финансовые чиновники, которые ищут на кого перевести стрелки, они грешат на то, что, мол, те люди, которые это придумали, они все это дело и произвели. На самом деле это ошибочная точка зрения, потому что здесь была потребность у экономики и общества взвинтить недвижимость, чтобы можно было покупать недвижимость, в нее инвестировать и так далее. Цикл такой развития пришел. И, соответственно, эти люди, они просто обслужили эту потребность, это движение экономики,
Ну и потом, соответственно, конечно же, они оказались в этом виноваты. Даже сняли очень красивый фильм «Игра на понижение», но на самом деле при всей талантливости этой картины упустили самое главное — рассказать, хотя бы предположить, как развивалась бы экономика американская, если бы всего этого не было. Многие возможности были бы сокрыты, потому что те пузыри, которые возникают, они позволяют реализовываться многим бизнес-идеям, частным инициативам и, соответственно, толкают общество вперед. Ну, а кризис, который возникает, он неизбежен, он просто корректирует избыточный рост, избыточное движение, сжигает избыточно созданную наличность и оздоравливает развитие экономики, общества и всего-всего-всего. Ну и в этом ключе меня поражает то, что ну как бы витает прямо в воздухе, что вот мы сейчас сделаем это и все, и кризиса, обвала не будет. Да будет он. Потому что ну, неизбежны циклы, когда сначала идет зарождение чего-либо, развитие, достигается максимальное развитие, эффективность, и потом идет спад и обвал. Это, ну, это закон природы. То есть нельзя сказать, что в финансах не работают все остальные законы. Ключевой закон, который работает в биологии, который работает в физике, который везде работает. И, соответственно, здесь кризис, он будет. Но есть, правда, такой момент. Пока не до конца ясно, то, что было в марте 2020 года, это все-таки был кризис, и действительно тот самый мощнейший неукротимый обвал, или это был просто первый звоночек, первая капелька, предвестник. Вот у меня пока такой ясности нету, но в какой-то момент весной, в апреле, в мае, в начале июня действительно было ощущение, что все, больше никакого кризиса не будет, успешно проехали, дальше только развитие и так далее. Но мы с вами видим, что сейчас возникла новая напасть, это инфляция. Что бы там ни говорили, что ее как осколки загонят под ковер и все будет хорошо, я думаю, не все так просто и однозначно. Мы видим по движению в Baltic Dry на месячном таймфрейме, что вот уже фактически идет приближение к области, которая была там в 2009-2010 году, вот сюда вот. Ну то есть посмотрите, ну вот допустим был кризис, да, Baltic Dry, стоимость морского фрахта упала там до 450, по-моему, доходило, если не ошибаюсь. Сейчас это значение, оно в районе почти 4000, рост почти 10 раз. То есть издержки на перевозку морскую выросли 8-10 раз. Ну, соответственно, это не может позитивно влиять на экономику, потому что перевозка товаров стала очень дорогой, чертовски дорогой в сравнении с тем периодом времени, который длился ну, где-то с 2017 по 2019 год, конец. То есть вот эти издержки, они неукротимо будут подъедать экономику. И сейчас получается процесс избыточных денежных средств нахождения в мире, он вот все эти движения усугубляет, которые увеличивают издержки, потому что деньги начинают течь туда, где они могут надуть пузырь. Ну и, собственно говоря, поэтому скептицизм и желание побыстрее кран закрутить со стороны директоров, управляющих ФРС, он вполне объясним. Потому что они четко понимают, что если банкет этот не прекратить, то похмелье будет очень тяжким и, может быть, даже оно будет роковым. И поскольку они несут ответственность за ту политику, которую проводят, то есть если там, не дай бог, будет какой-то обвал или дефолт, ну, их могут что-то как-то пожурить за это. Соответственно, они не хотят доводить до крайности, поэтому они ситуацию мониторят. И каждый раз при любом удобном случае они поднимают вопрос относительно того, что а давайте, может быть, все-таки мы ну хотя бы начнем с сокращения скупки активов в первом квартале 2022 года. Хотели в этом году, но сейчас с учетом тех процессов, которые произошли в мировой экономике, третья волна ковида, скорее всего, они не будут этого делать в текущем году. И поэтому, да, действительно, первый квартал 2022 года на повестке дня. В этом году наверняка будут разговоры подниматься, но, скорее всего, до этого не дойдет. Дойдет это в том случае, если инфляция выйдет из-под контроля. И она начнет очень стремительно расти.
И, кстати, здесь еще такой момент очень щекотливый есть. Она может формально, статистически не расти, но то, что доходы не восстанавливаются или начинают проседать, вполне может указывать на то, что на самом деле инфляцию что-то не то с ее подсчетом, и она просто эти доходы съедает. Так, друзья, ну к чему я такое развернутое сделал заключение по поводу заседания ФРС, публикации протоколов и, соответственно, политики? К тому, что на самом деле вот действия ФРС и публикации протоколов и так далее, это все вторично. Первично это экономика, что происходит. Просто у многих людей, кто вот пришел, начинает торговать на рынке, да и у многих экономистов известных, у них в голове сидит такая, скажем так, установка, что вот там то, что делают чиновники, допустим, от финансов, те же ФРС, это оно как бы все, гранит. То есть сделали они, ставки не поднимают, все хорошо. Ставки поднимают, все падает. Нет, надо четко понимать, что они всего лишь пытаются подстраиваться под те экономические процессы, которые происходят в мире. И кризисы неизбежны, они возникают не из-за плечей, не из-за того, что все ипотечные кредиты берут. Они возникают как, в общем-то, определенный конец завершения парадигмы развития и, соответственно, попытка счистить то, что неэффективно, и начать все заново. Так, друзья, далее давайте графики. Американский, китайский фондовый индекс CSI 300, месячный таймфрейм. Ну, мы видим, что на самом деле месячный таймфрейм, он указывает на то, что движение вниз, скорее всего, себя еще не исчерпало. Недельный таймфрейм более оптимистичен. Соответственно, у нас сейчас попытка здесь консолидироваться и потом сделать отскок. Первая цель 5100, потом 5300. Но пока эта консолидация к выходу наверх не приводит. Так, ну если переходить к дневочкам, то здесь ситуация, она более оптимистична, несмотря на то, что здесь была вот эта разворотная формация с движением вниз. На текущий момент, ну, может быть, будет еще тестирование вот этого значения 4657. И по-хорошему, исходя из структуры того, что здесь происходит, должна быть затяжная консолидация, которая, наверное, приведет, ну, как минимум, к тестированию 5100, может быть, 5300. Вопрос, задержится он там, не задержится, остается открытым. Ну, исходя из того, что происходит в китайской экономике, я думаю, пока оснований для оптимизма там нету. Поэтому либо короткое движение, либо вообще туда не пойдет. Так, друзья, далее NASDAQ, дневочка. Ну, смотрите, выход вниз все-таки по нему произошел, но на сегодняшний момент подошли к важному рубикону 14500, 14450. Вот в зависимости от пробития этого диапазона будет зависеть, что произойдет дальше. Если он не будет пробит, то вот этот вот весь ужас, он превращается в набор позиций и отскок. Если здесь будет пробой, под ним проторговочка, то мы завтра и в понедельник увидим по NASDAQ движение в район 4200, 14150. Вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, далее индекс доллара. Давайте поставим месячный таймфрейм. И месячный таймфрейм указывает на то, что мы здесь получили двойное донышко. Двойное донышко и, соответственно, закрепление индекса доллара выше 93, 92,8 ведет к тому, что уже в ближайшее время отсюда весьма вероятно будет продолжение движения наверх индекса доллара. И цель у этого движения будет находиться в районе 97,5, 97,6. Переходя на месячный таймфрейм, здесь картина абсолютно такая же. Здесь просматривается, что все-таки вот этот отскок, исходя из недельного и месячного графика, весьма вероятно будет на 97,5 реализован до конца этого года, судя по скорости протекания процесса. Ну и дневочка указывает на то, что сегодня весьма вероятно попытка закрепиться выше пробитого уровня, она, ну, скорее всего, будет реализована. Опять же, что может сломить это движение на рост индекса доллара и доллара против валют? Это коррекционный откат и пробитие вот этого уровня 91,5. Но здесь, судя по динамике сделок, потому как происходит вот это движение, ну,
вероятность, конечно, есть возврата на 91,5. Но, скажем так, вероятность дальнейшего укрепления евро, то есть ослабления индекса доллара, исходя из вот этой траектории движения, она минимальна. То есть движение под 91,5. Попытка потестить 91,5 или хотя бы 92, она есть, но она в меньшем объеме. В наибольшем объеме сейчас то, что будет происходить, я так считаю, это закрепление выше 92,8 или же попытка отсюда пойти выше и, соответственно, попробовать пробить 94,7-95. Немножко уровни на дневке отличаются от месячного, от недельного таймфрейма, но цель вырисовывается везде схожая, это 97,5. Конечная цель движения, которая, конечно же, боже упаси, сейчас прям сразу достигнута не будет. Но опять же, обращаю внимание, это не гранит, здесь ветер может поменяться. И вот здесь этот ветер, он находится в диапазоне 91,5-92. Если пойдет откат и будет пробой, то весьма вероятно процессы мировые экономические пошли в такую сторону, что евро будет укрепляться против доллара. Вот. Но вся вот эта конструкция, она указывает на то, что этого скорее всего не будет, и здесь будет дальнейший рост. Так, друзья, ну вот он и VIX, вот он какой, такой простой. Ну смотрите, на самом деле здесь консолидации дело, судя по всему, не свелось, пошел рост. Первые рубежи 18,5 и далее 20,5 взяты. И, соответственно, сегодня будет идти вопрос, не происходит коррекционный откат, пробитие 19,7 и возврат вот в этот диапазон. Если происходит, то все окей. Пар выпустили, соответственно, рынки начинают торговаться в прежнем режиме. Но, опять же, если смотреть недельный график по VIX, то здесь четкое указание на движение вверх по аналогии с индексом доллара, только еще более жесткое. Так, друзья, далее давайте посмотрим доллар. Золото, оно меня начинает беспокоить, потому что индекс доллара всегда на него влияет негативно. Так, друзья, ну вот, скажем так, в долгосрочной, среднесрочной перспективе неминуемо рост индекса доллара, он будет негативно влиять на золото, но, по крайней мере, не даст ему развернуться в полном объеме. Сейчас, судя по часовому таймфрейму, у нас по золоту все отлично. Формируется коррекционный отскок. Цель этого отскока движения на 1786, вот сюда, вот в этот диапазон. Соответственно, критерий того, что этот отскок не происходит, это коррекционный откат и пробитие 1773. Это SFD на золото. Если брать российский фьючерс или чикагский фьючерс, он немножко отличается на несколько долларов, но закономерности, общие принципы движения, они такие же. Итак, на сегодня по золоту я склоняюсь к тому, что здесь будет коррекционный отскок, и цель этого отскока движение на 1786. В случае успешного закрепления, но у нас вот цель 1800 пока еще толком не взята. Вот, соответственно, критерий того, что не пойдет движение, это откат и пробой 1773. Вот такое видение по золоту. Так, друзья, далее нефть, недельный таймфрейм, ну смотрите, двойное донышко отработали. Вот. Правда, то, что пробили уровень 68,8, с моей точки зрения, это незаконченная траектория движения, которая должна привести к тестированию 66.25, а там уже к разрешению ситуации. Если смотреть недельный таймфрейм, месячный таймфрейм, видим такие страшные картины, которые должны нефть просто сокрушить. Ну хотя бы куда-нибудь на 57, а то и на 50. Я думаю, пока что такого хода событий не дадут. Хотя есть масса опасений по поводу развития того, как третья волна ковид будет двигаться. Но посмотрим, вот 66.25 будет, не будет пробить. Я думаю, скорее всего, все-таки не будет. Так, дневочки по нефти. Здесь все-таки идет вот эта просадка. Ну, если на часовик переходить, то здесь уже как бы ее пытаются выкупать. И на текущий момент здесь формируется разворотная модель, которая, скорее всего, сейчас будет реализована. И, соответственно, отсюда должен произойти сегодня-завтра коррекционный отскок. Цель этого отскока 69,7 для начала. В каком случае не получит развитие
вот это позитивный такой исход. Ну, первое это пробой 66,9, и второй это окончательный добой 66,25. Вот здесь вот находится уровень, вот здесь. Соответственно, если это происходит, пробой этого диапазона, то да, здесь уже нефть могут сегодня очень сильно обвалить. Если не происходит, у нас здесь по факту проторговочки, мы отсюда будем отскакивать сегодня либо завтра и пытаться вернуться вот сюда на это значение. Так, друзья, далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Но смотрите, здесь вот это движение, которое шло, оно привело к тому, что мы уже почти потестили вот это донышко. Соответственно, если мы его все-таки добьем, это 4350. Первый уровень остановки был 4380, его пока не пробили. Остается запас хода где-то на 30 пунктов. Соответственно, его если пробиваем, то весьма вероятно отсюда у нас сразу пойдет движение на 4320 и потом тестирование вот этой пимпочки 4230-4200. Пока пробоя здесь нет, все нормально, торгуемся, набираем позиции и попытаемся отскочить. До конца этой недели, если отскока не произойдет, то тогда, конечно, может это все привести к тому, что ну как бы это завершение тренда, и отсюда пойдет более сильный коррекционный откат. С другой стороны, мы сейчас подошли к нижней границе канала, который отсюда начинается с мая 2021 года, и при отсутствии явно каких-то негативных факторов просто обязаны где-то вот от этого значения, либо 4350, отбиться и пойти далее вверх. Вот. Но 4350, если будет пробит, то это будет негативный сигнал, который указывает на то, что дальнейшее снижение, оно уже не за горами, а где-то совсем рядом. Так, друзья, давайте посмотрим рубль-доллар. Сегодня мы посмотрим на фьючерсе. Ну, на самом деле, спот и фьючерс, у них есть небольшое отличие, там на несколько десятков копеек, если это в копейки переводить. Но ход и общая закономерность, они, скажем так, практически идентичны. Так, ну у нас по фьючерсу идет разворотная формация и рост. Соответственно, в ближайшие дни здесь будет определение пробой, не пробой уровня 74500. Если здесь возникает пробой, то очень быстро будет отработан уровень 75000 и даже 75500. Так, друзья, ну и по часовому таймфрейму, соответственно, у нас сейчас локальная цель движения находится 74500, 74550. Когда сюда приходим, соответственно, здесь, скорее всего, будет проторговочка и попытка движения остановить. В каком случае вот это движение на рост сейчас либо замедлится, либо прекратится. Если здесь возникает коррекционный откат с пробитием 74100, вот если сейчас мы идем сюда, начинаем на 74100 торговаться, то весьма вероятно сегодня будет попытка вернуться вот сюда, вот этот диапазончик, и поторговаться в этом диапазончике. Ну, сразу скажу, с моей точки зрения, здесь больше факторов движения в район 74500 по фьючерсу. Так, друзья, но если взглянуть на спот, что здесь происходит, рубль-доллар, опять же, картина схожая, USD Tomorrow. Соответственно, сейчас тестирование уровня 74.1, да, вот он на споте более четко, более явно прослеживается. Там на фьючерсе немножко по-другому эта картинка выглядит. И вот здесь в самое ближайшее время будет решаться вопрос пробой, не пробой вот этого диапазона 74.05, 74.12. Если здесь возникает пробой, то мы на сегодня уходим 74.8. Если пробоя не будет, то остаемся консолидироваться в этом диапазоне. А если переходить на дневочку, то здесь весьма вероятно, что отсюда будет продолжение движения, целевого тестирования вот этого диапазона 74.05, 74.12. Вот здесь посмотрим. Ну, я думаю, с первого раза его не пробьют, и отсюда будет коррекционный откат в район 73.1, возможно, даже сюда пониже. Но сейчас наиболее вероятно, я думаю, вот это движение, которое не произойдет, если сейчас будет движение вниз на укрепление рубля и пробой 73.89. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС.
ответственное движение вниз, но то, что быстро выросло, оно быстро падает. То есть так всегда. Смотрите, вот сейчас здесь будет точка 164 700, 164 500. Вот либо здесь начинает буксовать и консолидироваться, и тогда мы сегодня уже получим отскок, весьма вероятно, на 166 500. Либо, если мы сейчас этот диапазон быстро проходим, то у нас следующая точка остановки, она будет находиться в районе 163 300, вот здесь вот. Но здесь, я думаю, надо ориентироваться на то, как этот диапазон будет, не будет пройден. Если он будет пройден, тогда вот сюда милости просим. Если не будет пройден, то сейчас здесь возникает проторговочка, и сегодня уже будет отскок на 167. Да, там недельные и месячные таймфреймы, они указывают на то, что мы уже начали падать и по нефти, и по ряду другим инструментам. А в четверг там еще экспирация фьючерсов недельных, поэтому не знаю, как они планируют получить прибыль от экспирации выше 170 тысяч, но всякое бывает. Хотя я думаю, здесь это не пройдет. Уже как бы очень сильно снизились, и в лучшем случае будет проторговка здесь или движение на 163 300. Так, друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов, всего наилучшего.